Всем привет! Вот как видите, имею вот такую бензиновую газонокосилку. На данной косилке что-то случилось с приводом, так как данная косилка, она самоходка. Ее толкать не нужно, она едет сама. Но в данном случае она хочет ехать, но ей это не очень получается. Что-то с ней не так. Поэтому в данном видео мы рассмотрим самые распространенные причины привода данных косилок. Причины могут быть в самом шкиве, в ремне, в натяжителе ремня, в редукторе, а также и в подшипниках колес и так далее. В первую очередь перед ремонтом что нужно сделать, это надо слегка перевернуть косилку на бок и ее хорошо вымыть. Вот таким принципом. Итак, перевернул косилку в сторону глушителя. Изначально разобрал крепление нашей оси, так как заметил, что спружинка отвалившись со дна. Я вижу, что там полно набито сухой травы. Надо ее очистить. А во-вторых, ремень, наверное, растянулся или упал со шкива. Сейчас посмотрим, разберем, в чем тут дело. Берем головку на 16, снимаем нож. Дальше берем головку на 12, снимаем вот эту защиту, где под ней скрывается ремень. Опаньки, у нас проблема. Мы открутили даже сам двигатель со шпильки. Так, снимаем саму крышку. Опаньки, что здесь творится? Вот это спружинка, о которой я говорил. Мы открутили полностью двигатель. Надо немножко зафиксировать на 2 шпильки. Вот я вижу уже проблему. Смотрите, у нас ремень соскользнул со шкива. Упал. Я не знаю, может ради этого сена, что здесь набито, листьев, чего только нет. А может из-за натяжной вот этой спружинки. Итак, снимаем ремень полностью. Итак, продули все воздухом, чтобы было все хорошо видно. Отключил я тягу и посмотрим, в чем же тут дело. Так, здесь вроде как все и хорошо. Ремень достаточно хороший, не поврежден и не растянут. Такого как натяжителя тросика здесь нету. Здесь, видите, стоит спружинка, которая отпускает тросик. И отпускает автоматически вот колодки внутри, которые устроенные и тянут вот эту, так сказать, приводят в действие ось. Невозможно отключить тросик, надо снять ограничитель. Так, ограничитель сняли и ремень также. Сейчас снимаем тросик, берем все с собой, тросик в порядке. Итак, вот наша ось, ограничитель, спружинка и ремень. Ремень, насколько я понял, хороший, без повреждений и не растянут. К нему претензий нету, а почему он упал с самого шкива, скорее всего причина будет в том, что было там мусора, битком сена, сухой травы. Это одна причина. Вторая причина, вот эта спружинка каким-то образом упала с одной части кузова, так как она работает как амортизатор на колебания редуктора. Вот так. Когда мы приводим редуктор и ось в движение, получается резкий удар на редуктор и на ось. И редуктор срабатывает вот так резко, так вот это колебание погашает вот эта спружинка. Так вот, быстрее всего, как трава сухая, сдвинула немного со шкива ремень, мы резко привели в движение ось, редуктор сработал и спружинка не погасила вот этого колебания редуктора резкого. И в тот момент окончательно упал ремень
с приводного шкива. И после того, как ремень упал окончательно, ослабла спружинка и упала с редуктора полностью, и косилка наша перестала вообще ехать. Кстати, данная спружинка еще работает как автоматический натяжитель ремня. Здесь такого, как натяжителя механического типа, нету. Дальше что мы можем сделать? Осматриваем визуально редуктор. Как бы редуктор сухой, все нормально, но я заметил одну вещь. Есть небольшое колебание на оси главной. И уже, как видим, вот там по чуть-чуть вытекает солидол с редуктора. А это стоит вот так. Стоит вверх шкивом, поэтому так сильно не выбрасывает, но все равно немножко уже есть. Следующее, что мы можем сделать, проверить сам редуктор. Нажимаем вот эту тягу и крутим шкив. Как видим, колеса также крутятся. Значит, наш редуктор рабочий, все в нем в порядке. Единственное, что мы можем сделать, открутить вот эту крышку и добавить смазки. Это мы и сделаем. Итак, снимаем вот эту крышечку, откручиваем вот эти болтики. Открываем крышку осторожно и внимательно. Ой-ой-ой, что здесь творится. Вот стоит сцепление, которое сжимается, разжимается. Как видим, здесь смазки еще немного есть, но она наполовину водяная, с водой и с грязью. Скорее всего, грязь попала вот именно через тот сальник, который немножко пропускает. Теперь я здесь все вычищу, помою бензинчиком и заправлю новую смазку. Как видим, червячная шестеренка даже успела соржаветь. Видите, ржавчина. Хотя косилка используется постоянно, потому что здесь уже попал сверху немного песок. Ну, как песок, не знаю, но вода 100%. И здесь уже практически нету смазки, только вода. Немножко сверху промоем всю грязь. Может быть такое, что даже подклинивал немножко редуктор. Поэтому и спружинка упала, которая стабилизирует работу редуктора, а также и ремень. Дальше, чтобы не разбирать редуктор, берем кисточку и моем его. Обычно эта червячная шестеренка бывает из пластика. Здесь, как видим, металлическое все. Как бы и качественный сам редуктор. Теперь остатки бензина и грязи удаляем воздухом. Теперь буду закладывать новую смазку Литол. Литол 24. Другой не имею. Я думаю, будет все тут нормально работать. Так как здесь тоже есть вот игольчатые подшипники, они тоже должны быть смазаны, они тоже были сухие. Смазывается вот таким принципом. Накладываешь на червячную шестеренку смазку и покручиваешь. И он сам распределяет смазку везде, где надо. Я думаю, этого достаточно. Теперь убираем излишки по краям и будем устанавливать обратно нашу крышку на герметик. Итак, удалили все излишки масла. И я думаю, сейчас мы посадим на герметик, и это лишним не будет. Вот эти края. Я думаю, этого достаточно. Здесь стоят сальники, здесь не нужно герметика. Крышку также помыл. Устанавливаем на шестерню червячную втулку. Дальше крышечку. Убираем излишки герметика. Закручиваем обратно болтики. Итак, разобрались практически мы с редуктором. Следующая причина может таиться именно в колесах. Это в колесах в редукторе, а также и в самих подшипниках. Теперь снимаем колеса и смотрим.
И снимаем колесо. Как видим, здесь приводная есть шестеренка колеса. Здесь может быть тоже причина в том, что вот эти зубчики износились или отломался один какой-нибудь и так далее. Здесь немножко также можно смазать, но не сильно, так как здесь вымывать будет это все водой. Подшипники также можно купить новые, но они стоят недешево. Один где-то стоит подшипник до 10 евро, а на косилке подшипников 8. Это уже дает по карману. Поэтому есть один способ. Выбираем подшипники и смазываем. Подшипники снимаются очень просто. Вот и все. Дальше берется бензинчик, ложится подшипник, вымывается все, что осталось в подшипнике. Вымыли подшипник, всю грязь, песок с подшипника. Как смотрим, подшипник вполне рабочий, не клинит. Теперь забиваем новую смазку. Вот таким принципом. Дальше берем пакетик, подбираем головку, которая нам подходит больше, ложим на одну сторону пакетик и вот в это отверстие вставляем эту головку с пакетиком. Другой пакетик берем, накладываем на него смазки. Дальше ложим подшипник на смазку. Вот таким принципом. Берем дальше пластиковую стяжку и затягиваем ее. Получилось вот такое приспособление небольшое. С этой стороны тиснем пальцем смазку и покручиваем вот эту головку. Как видим, пошла смазка в подшипник. Ее здесь много не входит, так как маленький подшипничек. Как видим, вся смазка вошла в наш подшипник, даже с этой стороны вылезла. Снимаем это все, удаляем излишки смазки. Как видим, наш подшипник уже так просто не провернуть. Покручиваем, распределяем смазку, выдвигаем нашу головку, удаляем излишки с другой стороны. Вот и все. Устанавливаем на колесо оба смазанные подшипника. Такую же самую процедуру проводим на всех остальных колесах. Немного смазки накладываем на эту шестеренку. Этого достаточно. Устанавливаем колесо обратно. Немножко покручиваем. Распределяем смазку по колесе. Затягиваем гайку обратно. Затянули, защелкнули. Вот и все. Теперь сделали мы полное обслуживание. Я надеюсь, сейчас будет 100% работать и очень хорошо, и долго, и эффективно наша косилка. Все дальше устанавливаем в обратном порядке. Итак, установил ось. Как видим, колесико крутятся очень легко и красиво после смазки подшипников. Одна сторона с пружинки цепляется за корпус, вторая в эту дырку, в это отверстие. Смотрите, видите, как играет редуктор за счет этой спружины. И ремень также натянут. Вот и все. Установил я защиту, а также и сам нож на косилку. Сейчас заводим двигатель и смотрим, едет ли она или нет. Как видим, привод вполне работает. Смотрите, даже колеса буксуют. Видите, насколько хорошее сцепление и весь механизм на данной косилке. Так нельзя делать, я просто показал вам. Супер, косилка едет как новая. Надеюсь, видео было полезное. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.